Привет, YouTube! И сегодня я хочу вам показать короткий ролик, буквально там, пару минут, о том, как складывать правильно софтбоксы. У нас был ролик с вами, там где-то ссылочка будет, про распаковку и обзор этого софтбокса. Вот. Но, как позже выяснилось, для многих составляет проблему, как правильно его сложить, потому что софтбоксы на подпружиненной основе, да, и вы когда его получаете, он у вас делает вот так вот, весело в кадре. Вы его разложили, все, довольно счастливые поснимали, собрали его полностью, все собрали. И у вас заканчивается съемка, и начинается проблема по моменту, как его обратно сложить. Итак, давайте посмотрим. Первое, что мы складываем его вовнутрь углами. Делать это все надо медленно и аккуратно, потому что внутри стоят металлические пружины, плоские. И их, в принципе, можно легко заломать. Ничего страшного в этом тоже нет, он также останется в рабочем состоянии, но уже как бы будет немножко терять свою форму. Итак, еще раз показываю. Когда мы разобрали его вот до такого полностью состояния, то есть мы сняли внутренний рассеиватель, внешний рассеиватель, сняли его со стоечки, мы берем два угла, любые угла, и складываем его аккуратненько внутрь. Подправили все аккуратненько, у нас получился в данном случае вот такой вот треугольник. Мы берем треугольник за вершину, вот одна сторона складывается, мы берем его за вершину, противоположно от складывания, и за центр. Руки берем в противокрут. То есть одна ладонь у меня получается сверху, другая ладонь у меня в противоположную сторону. И мы делаем скручивающее, спокойное скручивающее движение. Не прикладывайте силу и не пытайтесь его сломать. Если вы чувствуете, что что-то у вас пошло не так, разберите обратно все. Попробуйте его скрутить в другую сторону, потому что пружины, они витые внутри. Не ломайте софтбоксы. Еще раз медленно показываю это движение. То есть вот мы взяли его за вершину, условно вершину, да, противоположная от угла. Хватом сверху, ну или снизу, как вам удобнее, да, то есть в противохват его берем и начинаем медленно сворачивать. Потом мы берем и аккуратненько его делаем в форму кольца. Не обязательно брать, в принципе, есть другой вариант. Сейчас кто-то скажет, я складывал по-другому. Да, вы можете его взять за две вершины и начать его складывать вовнутрь. Вот таким же. То есть ваша задача завернуть его вовнутрь. Поэтому тут кто как привык, да, и вы можете увидеть второй вариант складывания. Также он собирается в круг ровненький и спокойно уже влезает в нашу упаковку. Все, вот мы его упаковали и довольно счастливые пошли дальше домой уже отдыхать. Кто не смотрел распаковку, ссылочка где-то внизу в описании. Ссылочка на софтбокс также будет внизу в описании. Это кодексы китайские. В любом случае, они 90% софтбоксов, которые на пружинной основе, складываются так. Все, спасибо, что были с нами на канале. Не забывайте подписываться, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, следите за нашими следующими выпусками. Постараемся выходить чуть-чуть почаще. Ну, как получится уже. Все, всем пока!